Народ, я не знаю, к какой рубрике отнести данный рецепт. То есть у нас есть общажный повар, но общажный повар подразумевает, что это очень дешево. У нас есть делай проще, но делай проще означает, что это очень просто. Сейчас я хочу показать вам, как сделать студенческую или школьную пиццу. Есть два типа пиц, которые знакомы абсолютно всем. Первое — это пицца-аппликация. Вы все знаете пиццу-аппликацию. Раньше они всегда продавались в шавермах. То есть, если у тебя нету денег на шаверму-шаурму, то ты покупаешь пиццу-аппликацию, которую заливают вкусным чесночным соусом. Иногда его даже в стаканчике прикладывали. Там в основном идет только тесто. В принципе, вот это тесто с чесночным соусом — это 90% сытности, нажористости и супер дешевого, но вкусного хрючева, которое можно было купить на просторах Москвы и Санкт-Петербурга. И второе — это уровнем выше. Это школьная пицца, очень вкусная, пышная, с сыром, с колбаской, с огурчиком и с томатным соусом. Но она очень дешевая и просто делается. Если хотите данный вкус испытать еще раз за свою жизнь или просто сделать прикольных вкусных штук, повторяйте за мной. Сначала делаем тесто. Граммовки для теста я взял не у себя из головы, я взял с канала, который называется, по-моему, Калнина Наталья или что-то такое. Я сделал по ее рецепту, получилось очень вкусно. Для себя я немножко модифицирую, но тем не менее, это не я придумал, это устоявшийся рецепт школьных пиц. Так вот, 250 миллилитров теплой воды. Но типа если будет 250, 230 или 265, то на самом деле вообще пофигу. Но вот с этими граммовками получается то, что надо. Фигачим туда столовую ложку с небольшой горочкой сахара и чайную ложку без горки соли. Сделать это нужно заранее, потому что если мы не сыпанем туда сахара, у нас будет просто тепленькая водичка, то мы туда засыпем дрожжи, и им будет нечего кушать. Дрожжи для того, чтобы начали работать, им нужно что-то пожирать. Сахар им в этом помогает. Я фигачу весь пакетик дрожжей, то есть 11 грамм. Просто сухие, быстродействующие дрожжи. Спустя 3-5 минут дрожжи в теплой воде с сахаром начинают работать, пузыриться. Ну, то есть, типа, нужно удостовериться, что они не дохлые. Если они начинают давать пузыри, значит, дело пошло, можно замешивать все остальное. А остальное — это всего лишь сливочное масло, яйцо и мука. Пять минут, мы видим, что дрожжи начали что-то производить, то есть начали работать. Теперь добавляем туда столовую ложку растопленного сливочного масла и одно яйцо. И замешиваем. Кстати, сливочное масло просто запихиваем в микроволновку, оно растапливается за 3 секунды. Примерно столовая ложечка. Кладем куда-нибудь вот сюда, в микроволновку. А также, пока растапливается масло, и яйцо туда. Кстати, с количеством сливочного масла накосячить невозможно. Я проэкспериментировал, вы его хоть в 2 раза больше кладите, все равно норм будет. А теперь все очень просто. Нам нужно добавить ровно полкило муки, ровно 500 грамм. Нажимаем на весах тара и добавляем муку. Ровно из такого количества жидкости, то есть 250 мл теплой воды, и из такого количества, то есть одно яйцо, немного масла растопленного и ровно 500 грамм муки, получается такое тянущийся. Короче, я сейчас покажу, смотрите. Тут есть один небольшой трюк. Для того, чтобы тесто вот это тянущееся получилось, не нужно упариваться его вымешивать. Можно, конечно, его вымешивать в течение, я закекался, 15 минут, прям париться, там, мешать. Не нужно. Просто замесите такой, знаете, неравномерный комок, оставьте на 3 минуты. Еще помесите, оп, он уже гладкий. То есть оно внутри расходится само. Не руками работайте в основном, а просто дайте ему время. Смотрите, я беру, замесил, у меня вот 30 секунд ушло, чтобы перемесить это и получить такой вот неравномерный ком. Я потрачу еще 30 секунд, чтобы сделать просто, знаете, такой, более-менее сделать комок, смотрите. А теперь вот этот более-менее комок я просто, я не парюсь, не трачу 15 минут. Я вот так помесил его 30 секунд. И оставляю его буквально на 3 минуты. Вот зацените, как все изменится через 3 минуты. Вот, буквально 3 минутки, и оно становится сильно мягче. Сильно мягче, это видно, и сильно глаже и однороднее, понимаете? Но мы 3 минуты просто подождали, а не пытались его вымесить.
Вот, оно практически стало однородное. Еще 3 минуты его так помесим, еще 3 минуты ждем, и все, оно станет абсолютно гладкое. Не нужно тратить физические силы. И да, кстати, для всхождения кладите тесто в форму, смазанную маслицем. Почему? Потому что когда кусок всходит в сухой форме, он начинает липнуть к краям, и это дело мешает ему взойти. А когда по маслицу, он как бы скользит вверх в форме, то есть увеличиваться ему ничего не мешает. Ну, такой небольшой лайфхак. О, еще 3 минуты, абсолютно гладкое тесто. Вот. Абсолютно отличное, гладкое, как мягкий пластилин тесто. Консистенция какая? Ну вот смотрите, оно как бы прилипает к столу, но если я его вот так покручу, то оно отлипает. Не только маслице дает не только отсутствие прилипания к краям, но еще оно не позволяет тесту заветриться, то есть чтобы не было такой корки сверху, поэтому можно вот так сделать, и не нужно закрывать никакими пленками. Оно будет всходить. Но на самом деле всходить оно может и часа 3, но типа на самом деле где-то 30-40 минут, и уже можно из него готовить. Лучше, конечно, его там пару часов и каждые 40 минут его обминать. Обминать — это значит, что оно всходит, вы его немножко приминаете, удаляя самые крупные пузыри воздуха, размешиваете. Оно опять всходит, чтобы их было очень много маленьких пузыриков внутри. Но по факту через 30-40 минут, если у вас тепло дома, оно всходит и можно уже готовить. Ну и в процессе восхождения пару раз вот так вот тесто обминаем, для того, чтобы пузыри удалить. Вот обмяли, и оно продолжает сходить. Ну, в принципе, 2 часов это за глаза и за уши. И тут фишка в чем? Обмяв тесто в последний раз, вам может показаться, блин, да оно не очень-то сильно увеличилось в размерах. Фишка в том, что все пузырики уже внутри. И еще одна фишка. Когда вы раскатаете ваши пиццы, то есть лепешки, ни в коем случае не сразу ставьте их запекаться. То есть подождите еще 15 минут, чтобы у них взошли края, стали пышными. Зацените. В принципе, из такого куска получается спокойно 8 небольших пиццек. Давайте замесим равномерный колобок. Для этого много раз сложим вот так внутрь, вытянув пельмень. И раскатаем. Все пузыри нам, кстати, не удастся оттуда выжать, и все равно дрожжи продолжат всходить, поэтому можно вообще особо не париться. Ну, главное, чтобы было более-менее равномерненько. Теперь выкладываем как-нибудь вот так на противень. Нет, ну 3 нормально сейчас поместится. Неважно, там они кривые, прямые. И вот так вот чуть прожимаем. Ну, чтобы было место, куда мы кладем начинку. И продолжала всходить корочка. И, ну, оно не прилипнет, потому что это силикон. И оставляем так еще на 10-15 минут. Вот смотрите, вот так было. Ну а по начинке, что я вам буду рассказывать? Сыр, соленые огурчики и любая колбаска, до которой вы можете дотянуться. Хотя, в принципе, по этому рецепту можно навалить чего угодно. Есть только один небольшой нюанс. Соус туда идет типа пиццевый, но на самом деле, судя по рецепту Калниной Натальи, туда кладут просто томатную пасту с водой 1 к 1. Готов в это поверить. Никакого орегано и базилика там нет. Ну и не было. Типа мы делаем старый вкус школьной пиццы. Колбаска мелкими кубиками. Можно куриную, ветчинную, можно просто колбасу, что угодно. И абсолютно такая же история с огурчиками. Какие-то кубики, квадратики или около того. В общем, кусочки. Ну и в принципе большая часть этого рецепта, конечно, большая часть, зависит от сыра. Я возьму вот такой вот чеддер, потому что он плавится и он супер сытный и супер тянущийся. На крупной терочке его, либо просто кусками, все равно поплавится, пофиг.
А соус, уже повторяюсь, просто томатная паста и вода, чтобы было жиденько. Ни соли там, ни сахара, ни розмаринов, ни тимьянов, ничего. Чуть-чуть томатной пасты, у нас там с кусочками всякого, да и пофиг. Немного воды, чтобы все это дело было жидким. А вот стало, то есть они подвзошли, и особенно подвзошли края. Видите? Там продолжил образовываться воздух. Шикарно. Просто делаем вот так, добавляем соусец и делаем вид, что мы делаем пиццу. Хотя мы делаем школьную пиццу, поэтому, ну, почти. Дальше нужно объяснять или нет? Сыпем начинку. Колбаска. Я люблю колбаску, поэтому побольше натолкаю. Вот. Обожал эту пиццу и в школе, и в студенчестве. Это божественно. И кули. Немножко либо соленых, либо маринованных для пикантности. Они усиливают слюноотделение, и все кажется еще более вкусным, чем на самом деле. Потому что ингредиенты, ну, прямо скажем, это вам не ресторанная еда. Сырец. Я сырца так жирненько насыплю, потому что мы же делаем для себя. Вот так. Для себя кладем, чтобы было нажористо. В столовках, конечно, клали поменьше, но ничего. Ставь лайк, если бы хотел, чтобы тебе в столовке накладывали так, как я накладываю на видосе. Ничего не смазываем больше никакими там взбитыми сливками, яйцом, желтком, маслом. Просто 200 градусов 15 минут. 15 минут достаем, хотя я уверен, что с сыром я чутка переборщил. Я просто заглядывал 3 минуты назад, я с сыром реально переборщил. Но это ничего, блин, кто будет жаловаться на большое количество сыра. Посмотрите на это. Вы посмотрите на этих красавчиков. Ням. Посмотрите на этот мягкий сыр. Посмотрите на жареную колбаску. Посмотрите на корочку. Посмотрите на цвет. Посмотрите на пышность. Мягенькие, мягенькие корочки. Сейчас мы их немножечко остудим, буквально 5 минут. И я думаю, что попробуем. Но в принципе это на 100% похоже на те самые пиццы. Короче, народ, чтобы не быть ложно скромным, я вам так скажу. Тесто мягкое, получается вот такая мягкая булочка. Пахнет это на 100% так, как то, что продавалось в школе. Сейчас я отрежу кусок. Так, пробую. Это на 100% они. Это вот этот вкус. Казалось бы, насколько это просто. Колбаска, огурчики, сыр и тесто. Но для меня это вкус детства. Это вкус молодости. Это конкретно то, что супер сытное, нажористое. Это ни в коем случае не французская или итальянская пицца. Это то, что мы ели в школе, только сыр я взял, реально хороший. Ну а по баблу точно я вам сказать не могу, но одна такая штука стоит порядка 40 рублей. То есть ею можно наесться. Это, кстати, еще царская, потому что в школе, в универе они были вот такие маленькие. А это прям царская с хорошим сыром. То есть порядка 40 рублей, если вы это сделаете самостоятельно. Золотой пантеон однозначно. Не в плане, что это лобстеры с крабами, а в плане, что настолько простой рецепт дает настолько привычный божественный вкус. Огромное спасибо всем, кто не забывает ставить пальцы вверх. Друзья, если подобные рубрики с дешевыми рецептами я не смог это отнести ни к «Делай проще», ни к общажному повару, все-таки тесто нужно замесить. Ну и 40 рублей это для общажного повара считается дорого. Ну это охрененно. Очень советую повторить. Оставляйте комментарии, даже если вы такие, да, короче, я не знаю, что написать, норм, типа, какой-нибудь оставьте коммент в поддержку, тогда видосы в тренд выходят, больше просмотров, и я буду больше повторять подобных рецептов, больше советовать их вам. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. Это было нежнейшее.